Друзья, доброе утро! Мы обещали вам гостей действительно с уникальной историей, и вот они уже здесь у нас в студии, и я с большой радостью их представлю. Во-первых, гости из Великобритании Джейн Молбрейт, а также Руслан Конев и Елена Конева. Мам, Руслан, здравствуйте. Доброе утро. Приятно, что вы сегодня здесь с нами. Давайте, я думаю, начнем с предыстории. Ну, так как времени у нас немного, поэтому я буду предельно коротко говорить, что эта история со счастливым концом, со счастливым продолжением, потому что в нашей семье появилась новый член семьи, вторая мама для нашего Руслана. 12 лет назад, 13, в нашу семью пришла беда, и сын наш заболел лейкемией, единственный сын, и это было самое страшное, наверное, для каждой матери, для каждой семьи, для вообще самое страшное, что может произойти. Но мы прошли все испытания, мы лечились в Германии, мы искали долго донора, потому что требовалась пересадка костного мозга. Об этом можно, всей этой истории можно узнать на нашем сайте Дети Киджи, о работе нашего фонда. И вот мы победили. Ой, я должна была остановиться, чтобы Руслан перевел. Это или я? Да, конечно, да. рассказывайте. Мы победили. И в благодарность Богу за жизнь сына мы открыли благотворительный фонд, чтобы также спасать детские жизни здесь у нас уже в Кыргызстане. И все 12 лет, 10 лет я мечтала увидеть вот эту женщину, встретить ее, поблагодарить за жизнь сына, поцеловать ей руку. И все долгие 10 лет я писала в мыслях своих письмо писала, переписывала. И только через 10 лет клиника дала разрешение, дала адрес Джейн. В прошлом году мы списались, она дала добро, и мы в прошлом году всей семьей поехали в Лондон. Познакомились, и, конечно же, для меня было важно, и для всей нашей семьи было важно, чтобы Джейн приехала к нам сюда. И вот это чудо произошло, мечта сбылась. Вот Джейн у нас сейчас на земле Кыргызстана. Давайте приоткроем немножко завесу. Что было на этой встрече? Какие эмоции вы испытали? Что вообще происходило? Да, эмоции были еще перед встречей. Я о них писала и рассказывала, потому что это все перевертывало. Даже письмо, когда я его писала, вот уже Руслан переводил, Джейн читала, и она сказала, я плакала, когда я читала. А я говорю, а я плакала, когда писала. То есть эмоции просто потрясающие. Когда ты чего-то очень сильно ждешь, это слезы в первую очередь. Это человек свой, родной. Вот когда она увидела Руслана, она сразу подскочила, его обняла, и я поняла, все, это наш. Это вообще они и по характеру, и по эмоциям, и вообще и в жизни. Вот наши люди. У меня появился вопрос к Джейн. Я думаю, вы переведете, Конечно. да? Что стало первопричиной, чтобы вы стали донором крови? One more question for you. What was the reason that you decided to become a donor? It started a long time ago in England in the 1970s. A mother with a young 3-year-old son who was dying of leukemia was trying to find a blood match for her son. He didn't have any brothers and sisters, so he had nobody to help him. And sadly, the boy died because they couldn't find a match. Couldn't translate a bit. История началась на самом деле еще в 1970-х годах. Тогда у нее одна подруга, у нее заболел сын лейкемией, и она искала донора и пыталась найти в местной базе подходящего биологический материал, но, к сожалению, не получилось найти. И больше всего подходят либо братья, либо сестры. Но братьев и сестер у этого мальчика не было. И, к сожалению, эта история закончилась плохо, а ребенок умер. And the mother was determined after her son died that she wanted to help other children and that her son hadn't died in vain. So through the national newspapers in England, she started a blood register so that and lots of
many people in England volunteered just to have a small blood test and to go on a register, and then you may one day come up as a match, as I did for Ruslan. И тогда эта вся история, несмотря на грустный исход, она сподвигла ее на то, чтобы провести большую работу и привлечь людей к тому, чтобы они сдавали свою кровь в Национальный банк донорский. И тогда множество людей узнали об этом именно через газеты. Она во всех газетах попыталась рассказать свою историю, и тогда началось очень большое движение, когда люди начали идти и сдавать свою кровь. И в том числе это была Джейн, которая сдала свою кровь, и вот в итоге это закончилось хорошо, что нашелся подходящий реципиент в виде меня, и ее биологический материал мне подошел. Правильно я понимаю, что после того, как ваша болезнь была побеждена, вы не виделись долгое время, но поддерживали связь, скажите? Нет, это не совсем верно, потому что по регламенту защищен и донор, и реципиент от того, чтобы выяснить, кто был источником. И просто единственная информация, которую нам дали, это то, что донор — это женщина, и она с Англии. Так как я находился на лечении в Германии, им вообще сказали, что парень и с Германии. То есть они все время думали, что это какой-то человек, возможно, немец. И потом, уже спустя 10 лет, можно сделать запрос в клинику, и тогда, если по обоюдному желанию люди соглашаются обменяться данными, тогда мы уже обменялись данными, и это вот произошло уже 2 года назад. И вот 2 года мы поддерживаем связь. Она 30 лет в базе данных стояла. 30 лет она стояла в базе данных. Вот, Руслан, скажи, пусть об этом скажет. My mom just asked you to tell the story about the 30 years that you were staying in the register. Yeah, and then Kate, yeah, okay. Yes, so I've been on the register for 30 years, and in fact, when I donated for Ruslan, it was in the February, and in the April, because of my age, they were going to take me off the register. So there was a 2-month thing, and I would have been off the register, and Ruslan and his mum would never have found me. So it was like a miracle, really. Тут вся ситуация в том, что я немножко дополню еще от себя, что я точно знаю, что она в районе 30 лет стала на учет и сдала свои данные, и потом в течение 30 лет ее несколько раз вызывали, и биологический материал не подходил. И Не потом, по всем параметрам. Не по всем параметрам, то есть там нужно пройти дополнительные тесты, и буквально в феврале ее вызвали получается, за 2 месяца до ее 60-летия. В феврале ее вызвали, чтобы еще раз проверить на совместимость, и все подошло. И потому что в апреле этого же года ее должны были исключить из базы в силу возраста. То, что с 60 лет считается уже недостаточно здоровый, Недостаточно сильный, недостаточно здоровый и недостаточно сильный биологический Ваша материал. история, у меня прямо мурашки по коже. Вот мы сегодня с Ростиславом обсуждали, что все мы люди, и у нас одна кровь, по сути. Да. И все мы должны друг другу помогать. И у меня к вам вопрос, как вы относитесь к донорству крови? Ну, положительно, очень положительно, потому что я на себе испытала, как это важно, когда нам врачи в Германии сказали, у вас нет времени. То есть были разные варианты предложения там, по лечению, и они сказали, у вас нет времени, вам нужно искать донора. Мы ведь тоже дважды нам находили, он не подходил по всем параметрам. И уже в январе вот так случилось, конечно, я плакала. И я сейчас хочу, почему я говорю, я вот хочу показать эту историю, я хочу рассказать, что вот все, что мы делаем сейчас, делаем ради детей. И вот такую базу данных надо сделать у нас в Кыргызстане. Посмотрите, пускай даже если не в
европейская она будет, но хотя бы она с Россией будет. И можно бы было спасать наших детей. Ведь у нас пересадки не делают, потому что нет донорской базы. Я думаю, что ваша история послужит для нас огромной мотивацией. И у меня еще один вопрос к Джейн. Не могли бы вы перевести, Конечно. пожалуйста? Когда вы сдавали кровь, вы чувствовали, что вы совершаете благой поступок? When you was donating the blood and the bone marrow itself, did you feel that you are doing something really good? Приходит осознание вот этого? Of course, yes, but all, Сейчас, наверное. all I knew at the time was that it was a young man, and I was in hospital for 2 days. It's not at all painful, and in fact we were in a very nice hotel, and we went to the cinema in the evening and back to the hospital the next day. It's a very easy thing to do, and to think that you're helping somebody, miles away is just fantastic. Yeah. Да, на самом деле она чувствовала, что происходит что-то чудесное, и все, что она знала, что это всего молодой человек, которому нужно ее пересадку костного мозга. И вся процедура занимала всего несколько дней, и она совершенно была безболезненной. И к тому же этот комплекс, в котором это все происходило, он находился при замечательном отеле. Говорит, мы вечером с супругом сходили в кино, мы вообще достаточно хорошо провели время. Руслан, ваша история очень вдохновляет, и вы пережили настоящее чудо в своей жизни. Я думаю, что нас смотрят и те, кто, может быть, проходит через определенные трудности в своей жизни, и вы можете им сейчас что-то сказать. Ну, вы знаете, наверное, как бы банально не звучало то выражение, что не стоит сдаваться, это правда так, что как только в какую-то секунду, наверное, позволить себе расслабиться и подумать, что ну зачем это все, может проще сдаться, может проще опустить руки, то потом собираться гораздо тяжелее. Я просто хочу сказать людям, что на своем собственном примере, что исход может быть очень хорошим. В нашем конкретном частном нашем случае статистика была не на нашей стороне, и цифры были удручающие, но при этом, при всем, благодаря поддержке близких и каким-то собственным стараниям, все получилось, все свершилось. Тут самое главное верить в то, что исход может быть положительным. Ну, давайте поговорим немного об этом названии «донор». Что оно значит для вас, и что вы можете посоветовать тем людям, которые никак не решаются стать ими? Вы знаете, я вот уже из разговора с Джейн, она недавно буквально призналась, она говорит, я, честно говоря, не понимаю, почему люди вообще этого не делают. Потому что это же все так просто. Я потратила в какой-то момент своей жизни несколько часов, чтобы сдать кровь, чтобы попасть в базу. А потом потратила несколько дней, в принципе, безболезненную процедуру, и это спасло жизнь человеку. Сама процедура донорства костного мозга, она не требует от человека никаких, в принципе, затрат, и ущерба здоровью в том числе не приносит. То есть все, что нужно, это провести несколько дней в больнице под присмотром врачей, и потом организм полностью восстанавливается. Поэтому я даже не знаю, мне кажется, это самый главный довод, что столь простое действие может изменить жизнь других людей. Вообще это благородно, это должно быть почетно, это должно поддерживать, наши люди должны поддерживать, наше государство, должен быть действительно какой-то почет для этих людей, потому что донор — это жизнь. Можно сказать, донор-это жизнь. Каждый из нас может попасть в любую ситуацию. Мы как от фонда проводим тоже донорские акции. Ну, это, конечно, не донорство костного мозга, но акции называются «Сдай кровь, спаси жизнь». Вот, и когда люди приходят, я очень благодарна, потому что иногда приходят там с низким давлением и говорят, нет, возьмите кровь. И я смотрю, я говорю, вы знаете, я переживаю за вас, нет, у меня все будет хорошо. И когда мы эту кровь потом отдаем, эти справки, отдаем в больницу, и родители получают кровь бесплатно, это большая, это колоссальная поддержка. Безусловно.
Хочется Спасибо. сказать огромное спасибо вам за то, что пришли, за то, что нас поделились своей историей, от которой у нас, безусловно, мурашки по коже. Вы служите для нас всех огромной мотивацией, вы служите примером, поэтому огромное вам спасибо. Действительно, спасибо за то, что вы делаете. Я напомню, что у нас в гостях была гостья из Великобритании Джейн Молбрейт, а также Руслан Конев и его мама Елена Конева. Друзья, будьте здесь. Хочу вам еще такой вот подарок сделать. Счастье в дом. Это символ нашего фонда. Тынчтык, здоровье, мир, доктор, друзья. Это все, что ценно для, наверное, для всех нас. Это главные принципы в жизни и то, ради чего мы живем. Можно, пожалуйста, я И что нас возьму окружает. от лица? Спасибо вам большое. Спасибо вам Мы вас большое. действительно благодарим. Друзья, наше эфирное время тоже потихоньку вышло. 3 часа мы с вами находились. Надеюсь, подняли вам настроение. Ростислав Махотин, Алина Мирбекова. Всем пока.